Привет поклонникам BTS по всему миру. Что происходит, когда восхищение превращается в союз? Что происходит, когда мальчик, который когда-то пел песни другого артиста в тишине своей подростковой спальни, теперь оказывается лицом к лицу с этим артистом, уже не как фанат, а как равный? Этот вопрос задают себе миллионы после празднования дня рождения Чингука ни с кем иным, как с Джастином Бибером, вечера, который заставил индустрию развлечений гудеть слухами, подозрениями и всепоглощающим ощущением того, что история, возможно, тайно писалась за закрытыми дверями. История, лежащая на поверхности, уже необычна. Золотой макне BTS, Чингук, отметил свой день рождения не на сцене, не в хаосе вспышек камер, а в камерной компании, где рядом с ним была одна из самых культовых поп-звезд последних 2 десятилетий. Джастин Бибер, мировая сенсация, когда-то вдохновившая Чингука на самые ранние музыкальные мечты, был не просто гостем, он был центральной фигурой вечера, наполненного смехом, тостами и душевными моментами, свидетелями которых были лишь немногие посторонние. Однако, когда сквозь щели начали просачиваться изображения и перешептывания, фанаты по всему миру начали спрашивать, это просто празднование дня рождения или тщательно выбранный момент, чтобы запечатлеть нечто гораздо большее? Потому что, хотя улыбки были непринужденными, а смех легким, очевидцы описывали атмосферу в комнате, которая ощущалась не просто как вечеринка, были искренние разговоры, было видно, как они прижимались друг к другу, была такая внимательность, которая почти отгородила остальной мир. Что-то происходило, именно здесь билось сердце домыслов. Чингук и Джастин Бибер – два имени, которые уже доминировали в поп-культуре в своих областях, возможно, планируют союз, способный изменить траекторию мировой музыки. Было ли это празднование дня рождения идеальным прикрытием для творческой встречи, скрытой от любопытных глаз индустрии и СМИ? Мог ли тот вечер запомниться не только исполнением детской мечты, но и зарождением сотрудничества, потрясшего весь мир? Для фанатов эта идея не была невозможной. Чингук годами говорил о Джастине Бибере как о самом сильном источнике своего вдохновения. От кавера «Nothing Like Us» до «Purpose», от каждой искренней эмоции, которую он изливал на сцене, до каждого крика «Арми», который он вызывал, Чингук поддерживал их отношения еще до их знакомства. Джастин даже признался в своем восхищении BTS, ценил их мировое господство и признавал их неоспоримое культурное влияние. Мост между ними был давно построен, и теперь, казалось, они действительно пересекли его. Но почему сейчас? Почему именно эта годовщина? Некоторые считали, что момент был идеальным. Чингук находился на перепутье карьеры, выпустив сольный проект и зарекомендовав себя как артиста, выходящего за рамки группы, в то время как Джастин, преодолев бури славы, находил силы в творческом сотрудничестве. Если бы они объединились, это была бы не просто песня, это был бы гимн поколения, мост между Востоком и Западом, армией и белиберами, Сеулом и Лос-Анджелесом, на музыкальном языке, которого мир никогда по-настоящему не слышал. Очевидцы описывали, как Джастин вел Чингука в песне «Happy Birthday» с кинематографическим колоритом. Момент, которому суждено было быть увековеченным в истории музыки. Но за нежностью их разговор оставался таинственным, писались ноты, мелодии шептались, они обменивались идеями, все это предполагало больше, чем просто непринужденную беседу. Если бы это было настоящее сотрудничество, то возможности были безграничны: баллада, полная гармонии, энергичный трек с взрывной хореографией, или даже что-то экспериментальное, сплав точного К-попа и сырой западной поп-музыки, звучание, которое выходит за рамки жанров и определяет новую эру. Однако даже за пределами музыки символизм встречи силен. Для Чингука стоять рядом с Джастином символизирует замкнувшийся круг пути, начавшегося с подростковых каверов. Для Джастина это шанс познакомиться со следующим поколением суперзвезд. Для фанатов это доказательство того, что музыка действительно не знает границ. Загадка остается. Ни Чингук, ни Джастин ничего не подтвердили. Молчание лишь разжигает огонь домыслов. Каждое фото, каждое слитое видео, каждый взгляд или шепот анализируется многократно. Фанаты отчаянно ищут правду. Это молчание, стратегия, способ создать предвкушение перед большим взрывом? Или это просто момент искренней дружбы, человеческая связь между двумя артистами, которые видят себя друг в друге? Только время покажет, но ясно одно, та ночь уже стала частью поп-культурного преданий. Было ли это рождением сотрудничества или почтительной личной вехой, это был момент, который фанаты никогда не забудут. Мир ждал, затаив дыхание, сердца колотились,
глаза были прикованы к следующему шагу. Был ли это просто тост в честь дня рождения, или безмолвная искра музыкальной революции? Какой бы ни был ответ, одна истина неоспорима. Чингук больше не был просто мальчиком, поющим песни Джастина. Он был мужчиной, стоящим рядом с ним, готовым написать новую главу в музыке, в дружбе, своей собственной истории. Но самым захватывающим во всем этом было не только то, что было увидено, было то, чего не было видно. Не было никаких официальных постов от личных аккаунтов Чингука или Джастина, никаких портретов в высоком разрешении, которые обычно сопровождают публичные чествования артистов их уровня. Только зернистые кадры, короткие видеофрагменты, утекшие из ограниченного приглашения, и туманные истории, которые тут же породили теории. Казалось, они оба точно знали, что делают, давая волю воображению фанатов, позволяя любопытству создавать миф. Ведь иногда молчание громче любого заявления, иногда неопределенность слаще определенности. ARMY и Beliebers, два гигантских фандома, которые редко делят пространство, теперь пересекаются. Два имени, ставшие мировыми трендами, соседствуют, два сообщества, которые когда-то были разными, теперь реагируют друг на друга смешанными чувствами, счастьем, удивлением, тоской и даже страхом потерять что-то уникальное. Один из них написал: «Раньше я плакал, когда видел кавер Чингука на Nothing Like Us, теперь я снова плачу, но потому, что он поет ее вживую перед Джастином. Это не просто история, это судьба». Другой добавил: «Если они действительно сотрудничают, мир к этому не готов». Чистый вокал Чингука и культовый тон Джастина – это не просто песня, это культурное землетрясение. И за всем этим волнением скрывается более глубокий эмоциональный слой. Для Чингука тот вечер был не просто днем рождения, это был момент, когда он замкнул круг. Из подростка в Пусане, обучающегося вокалу по песням Джастина, до взрослого мужчины, стоящего рядом с ним, он переписывает определение «мечты, ставшей реальностью». Для Джастина это был шанс заглянуть в зеркало своей юности, увидеть проблеск страсти, которой он когда-то обладал в Чингуке, и почувствовать, что его музыкальное наследие – это не просто попадание в чарты, а топливо для следующего поколения. Вечер, возможно, был коротким всего на несколько часов, но его отголоски пересекли континенты. Музыкальные руководители были на взводе, развлекательные СМИ были на взводе, глобальный фандом бурлил. Все знали, если проект выйдет из-за кулис, его влияние выйдет далеко за рамки простого попадания в чарты. Это будет культурное явление, вписанное в историю музыки. Потому что среди деловых спекуляций, отраслевых стратегий и глобальных амбиций оставалось нечто глубоко человеческое: два артиста, разделяющие друг друга, две души, объединенные музыкой, две истории жизни, пересекшиеся в решающей главе. И именно поэтому, хотя официального объявления еще не было, хотя мир все еще гадает, день рождения Чингука с Джастином Бибером уже ощущается как начало целой эпохи.